в этой серии. Здесь когда-то была жизнь. Стой! Ты кто? А перед началом данной серии хочу сказать огромное спасибо спонсорам, которые финансово поддерживают канал. Благодаря этим людям канал все еще существует и видео выходят чаще. Небезопасное здание для жизни. Заброшенное общежитие. В этом здании случилась огромная трагедия. Много жильцов этого здания погибли. Теперь коридоры этого помещения пустые. По официальной версии случился аварийный обвал здания. Из-за обвала здания погибли студенты, которые здесь жили. Власти якобы предупреждали, что в этом здании небезопасно. По официальной версии следствия обвинили жильцов этого здания. Якобы они не хотели соблюдать меры безопасности. Я отправился в это здание для того, чтобы попытаться разобраться и изучить следствие реальных прошлых событий, которые здесь произошли. Возможно, в этом помещении остались потерянные души, которые нуждаются в помощи. И мне стало интересно, что же внутри этого здания. Искатель призраков. Да, здесь когда-то была жизнь. Кто-то жил в этой комнате.
что могло быть причиной обвала. Надо это место полностью изучить. Здание очень большое. Я чувствую, что мне сюда придется еще возвращаться и не один раз. Я очень сильно надеюсь, чтобы в этом здании я был один. О, жесть. Здесь что-то даже горело. Офигеть. Какие-то медикаменты или что-то такое. Офигеть. Просто посмотреть на это какой-то ужас. Какой-то звук был. Я отчетливо слышал какой-то звук. Да, и это только первый этаж. Я просто представляю, сколько здесь было и хороших эмоций людей, и плохих. Энергетика здесь не передать словами. Запах противный. Скорее это
Много грусти здесь ощущается, и печали. Какие-то звуки со второго этажа вроде были. Я дождался, пока этот мужик куда-то уйдет. Я так и не понял, кто это. Я запрятался в этих местах, я понял, небезопасно. Надеюсь, здесь сейчас больше никого уже точно нету. Вот это я. Стой! Ты кто? Сталкер. А вы кто? У тебя камера? Так. Ты не один из этих? Кто? Ну там на первом этаже был какой-то мужик, что-то шел, матерился. Я думал, он вообще хотел на меня напасть. Не, я сталкер. А можешь свет пока? Я просто хочу рассмотреть лицо. А, понял, все, увидел камеру. Я тоже сталкер. А у тебя какой канал?
Тарас Кулек. Слушай, ты не с Шульцем разве ходил? Да, Серьезно? да, мы тут были как раз. О, слушай, здорово, я тебя, кстати, видел. Здорово. Я, кстати, здесь впервые. А ты это место хорошо знаешь? Да, более-менее. Я и днем тут был, и вообще. А можешь показать? Да, пошли. А тут вообще безопасно? Потому что я только зашел в это здание, я уже обнаружил какого-то вот такого вот. Ну, разные тут ходят, оно не закрытое. Ту сторону пойди. Только надо все это включить. Там рабочая часть. Там увидишь. Пока что можешь. И там за углом рабочая часть. Вот там весь и прикол. Что половина заброшенная, половина работает. А это что за свет оттуда? С двери? Или это кажется? Вон по прямой. Это свет от спортзала рабочего. А, я понял. Хорошо, я яркость сделаю поменьше. Вот это вот рабочая часть уже. За дверью. Там люди работают. Да, там ходят студенты уже учителя. А что здесь произошло? Так сказать, после обвала, пожар случился после. Ну, это какие-то уже маргиналы пришли, тут все сожгли внизу. Хотя странно, просто само здание там рабочее, а это нет. Ну, как бы все должно уже быть аварийное, по сути. Там я видел какой-то завал на стене. Это что? Как это объяснить? Но это обвал случился, да, в 2015 году. Погибли даже студенты здесь. А из-за чего? Это скрывают, но погибли тут 15 студентов. Просто аварийное состояние было. Их предупреждали, а в итоге никто не послушался и сказали, можно еще жить. Ну и вот, видишь, погибло 15 где-то студентов там в том крыле. Офигеть. И в той части лучше долго не ходить, потому что та часть самая аварийная. Я понял. Здесь можно свет включить? Ну да, мы уже спрятались за этим. И это здание не хотят как-то возобновить? Ну, может, какие-то были планы до полномасштабной, а сейчас уже, наверное, нет. Не понял. Ну, пошли покажешь здесь еще что-то. Какие-то глухие удары я слышу. Да. Так, лучше пошли на 3-й этаж. Средства самозащиты у тебя есть? Нет. Кто-то зашел в здание. Опять. И, кстати, крадется очень тихо. Главное, чтобы не был опять этот мужик. Но он был явно неадекват. Давай с тобой контактами обменяемся. И если что, будем в такие места вдвоем ходить. Хорошо, давай. С Соколовым мы ходили сюда тоже и ЭГФ делали. Кстати, а тут вы выходили на контакт с какими-то призраками? Да, выходили. Вот как раз с студентами хотели мертвыми вот это пообщаться, но вышел с какой-то девочкой пообщаться. Тут же был госпиталь в 1935-м. Поэтому тут много чего можно найти по энергетике, по ЭГФ. Так что Слушай, может с тобой вдвоем потом сюда отправимся, я тоже возьму ЭГФ и проведем сеанс? да, без проблем. Но очень был тяжелый сеанс, еле словили там пару ответов. Здесь свет можно включать, да? Там есть кто-то. А ну подержи. А здесь маньяков никаких не было в этом здании.
Ну, здание общедоступное, поэтому тут могут прятаться кто угодно. Ты видел, какой вход? Тут вообще лайт. Но я видел, какой здесь вход. Я видел, как меня там встретил сразу какой-то мужик неадекватный. Но здесь проходимый двор, тут может и алкаши быть, и все такое. Ни в коем случае не разделяться. Не И стоит, да. ходим вместе, значит. Надо быть поаккуратнее. Ух ты, какой видишь? Атмосферно. Что я могу сказать? Вот это тут уже, вот тоже тут был. Именно жили студенты здесь. Видишь, это снова что-то обгоревшее, видишь? На первом этаже это вообще... Кровать такая железная, видишь, старая. Повезло мне тебя здесь встретить. То я Шульца точно так же встретил на заброшке. Смотри, сколько пар тут. У меня уже есть большое желание здесь провести сеанс ИГФ. А это комнаты. Вот видишь, снова рабочее здание. Вот. Да. Очень-очень скрипят двери. Еще вот эта дверь какая-то. Знаешь, что я боюсь? А. Вот так вот открывать дверь и обнаружить там либо пентаграмму, или еще что-то более страшное, или кого-то встретить нежеланного. Ну давай я открою. Давай. Закончено. Никогда еще не был в таком большом помещении, в заброшенном виде. Вот видишь? Смотри, носилки старые, возможно, на них перевозили трупы. Тут же был госпиталь ранее, и, возможно, на них еще остатки крови остались. В это место я буду возвращаться точно теперь. Ну, знаешь, сколько раз тоже шумы всякое было, падали эти, ну, знаешь, предметы. Но именно с привидением, только камера фиксировала с привидением, а чтобы лично, ну, не очень хотелось, потому что это разорвет сердце. Очень страшно. Мне, братик, очень стрёмно. Интуиция такая, что надо, наверное, все-таки покидать это здание. Вот тут обвал, и тут лучше на краю тут не становиться. Ага. Видишь, какие-то вот там газеты, что ли? Ага, да, вижу. Вот там лучше с края не становиться.
тут трещит пол жестко. Как будто он пустой. Слушай, да. Такое ощущение, что мы сейчас можем провалиться. Ну, Очень опасное. слушай, пошли, наверное, вниз. Здание большое, но вот это крыло, запомни, это опасное крыло. Тут может обвалиться оно еще часть. Я тебя понял, но мы сюда еще вернемся. Да. Главное сейчас отсюда. Сейчас что-то да, как-то неспокойно. Или это мне показалось, какой-то свист вроде был. Да, в этом бывает такое, что ты можешь себя в конце уже накручивать. Здание очень жесткое. Или может напоследок последний этаж глянем и спустимся. Визуально. Ну, давай. Я пока сделаю ночной. Что? Проходи. На полу что-то валяется. А что такое? Лента какая-то. Кассета. Такое ощущение, что, знаешь, не на полу стоишь, на какой-то пушинке вообще. Или это реально себе уже что-то накручиваешь в голове. Но здесь я вот ощущаю, знаешь, такую негативную энергию. У тебя нету такого ощущения? Ну, неспокойно здесь, не спорю. Календарь еще на 2006 год. Весна победит. Ладно, идем отсюда. Я здесь уже посмотрел и так достаточно. Главное, давай на первом этаже быть аккуратнее. Я не знаю, может быть, кто-то будет поджидать. Я не знаю, кто там за мной шел, но был какой-то реально неадекват. Может, наркоман, может быть, еще кто. Хорошо, только не сидит. Чисто. Я там заходил. Чисто. Ты как заходил? Через окно? Через это? Тоже через низ? Да, через низ. Тут еще подвалы, огромные подвалы. Ты там до Китая можно добраться. Но это так. Но это уже на потом. А когда ты здесь был, Ну, какая-то паранормальная активность, кроме ЭГФ, здесь происходила? конечно, крики детские были какие-то еще. Детский крик такой. А тут или поблизости вообще, ну, как бы, была темнота и нету ни детского садика, ни парка, потому что была ночь уже. Какие детские крики? Такой отчетливый крик ребенка и плач. И после этого наш электромагнитник начал показывать там 5-10 цифр, ну, в общем. А предметы двигались какие-то? Предметы, ну, двери, да. Но только мы это не зафиксировали. Мы слышали, как скрипела дверь, но не зафиксировали, потому что не оставили камеру. Мы были сосредоточены на ЭФ-сеансе. До подвала. Ой, как я не люблю подвал. У меня был недавно опыт такой. Я был в одном здании. Представляешь, что в подвале там обитает, короче, очень много
походу каких-то бесов, демонов. Я там был, там двигаются предметы, там просто полная жесть. Я связывался по ЭГФ, я только отчетливо услышал в конце «Умри», жесткий крик, и я оттуда давай со всех ног бежать. Скорее всего, там проводили какой-то вызов и открыли портал для какого-то демона. Но это серьезное что-то, чувак. Тут противогазы были всякие, все такое в идеальном состоянии, но это взяла какая-то падла и попортила. Да, я вижу. Остатки. И то разбитый, видишь? А вот, видишь. Не разбитый, но... Ну там был упакованный, прикинь, с фильтром, все дела, то есть. Осторожно, выходи за угла. Интересно, что в этом ящике? Или он пустой? Какие-то вещи и ботинок. Когда будем ходить, выключи свет. Неожиданная встреча получилась в этом заброшенном здании. На самом деле, и мне повезло, что я нашел Тараса. Да, я слышу, что просто кто-то идет, но я думал, реально какой-то этот зашел. Я оставлю ссылку на канал Тараса. Мы Да. с ним договорились, уже контактами обменялись, будем вместе в такие места отправляться. Это я просто, меня иногда хочу один пойти ночью, что-то знаешь, и понесло меня. Ну, лучше пойдем вдвоем, да? Да, лучше вдвоем.